Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня будем пристраивать совсем маленькие обрезки. Вы же сами понимаете, что остатки сладкие. Из остатков мебельной ткани нарежем детали. Кусочки шириной 3 см, длиной 6 см. Вы можете взять свои размеры. В этой технике работы можно использовать самые разные ткани. Главное – сложить из них квадрат. Края можно подвернуть внутрь, а можно не подворачивать, а обшить обметочным швом. Но мне надо пристроить кусочки плотной мебельной ткани. Работа с ними самая простая. Эти прямоугольники складываем пополам. Получившиеся квадраты прошиваем по периметру, потом прокладываем строчку по диагонали. К уголочку подставляем следующую деталь и прошиваем это соединение. Вот здесь надо сделать хорошее крепкое соединение между деталями, потому что все полотно будет держаться на этих нитках. Когда пришили квадратик прямым и обратным ходом, прошиваем его сначала по периметру, а затем по диагонали. Так мы шьем дальше и дальше, нашиваем длинную гирлянду. Я посчитала количество деталей. Мне достаточно 8 квадратиков в одной гирлянде. В сегодняшней работе я не стала специально подбирать какой-то узор, просто смотрела, чтобы все кусочки были распределены равномерно. А вы можете придумать какой-нибудь рисунок. При дальнейшей работе важно, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. У меня простая бытовая швейная машинка. Поэтому воспользуемся самодельным приставным столиком. Следующее действие очень простое. Все гирлянды, все ряды соединяем вместе. Прошиваем горизонтально. Строчку прокладываем по диагоналям квадратов. Конечно же, особенное внимание уделяем углам. Прошиваем их несколько раз прямым и обратным ходом.
Знаете, девочки, вот на этом этапе даю вам идею. Не обязательно все эти гирлянды собирать в одно полотно. Можно нашить такие длинные полоски и просто закрепить их в проеме двери или сделать такую подвижную штору на окно. А у меня получилась очень интересная декоративная салфетка. Подставка под горячее. Кстати, я сейчас поняла, что это может быть прекрасной основой для красивой декоративной композиции или картины, или панно. Достаточно разместить ее поверх фоновой ткани, добавить красивых элементов. И получится шедевр. Вот у нас цвет дерева. Если взять фон зеленый, как травка, то получится на дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве двора. Добавить еще курочек, цыпляток, цветочки. Детская тематика. А если фон темно-коричневый, добавить цветы из мешковины и белого кружева. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!